Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня, выполняя давнишние обещания, мы покажем, как декорировать ручки кожей и сделать концевики из кожи. В нашем видео не будет дорогостоящих инструментов и материалов. Все, что нужно для работы, вы сможете легко найти в строительных магазинах и магазинах для рукоделия. В качестве материала можно использовать уже отслужившие кожаные или имитирующие кожу вещи, которые наверняка найдутся у вас дома. Поскольку запасы кожаных вещей у нас уже истощились, мы берем обрезки кожи в ателье и в магазинах по продаже кожи. Простые приемы, которые вы сегодня увидите, сможет повторить каждый человек без опыта и специальных навыков шитья. Одним словом, если вам по силам пришить пуговицы, вы точно справитесь и здесь. Ручки для своих сумочек и корзинок мы чаще всего делаем из джутовой веревки, бумажной лозы и кожи. Ручки, выполненные из веревки, а также из бумажной лозы, нуждаются в защитных накладках. Во-первых, это очень красиво, а во-вторых, еще и практично. Итак, начнем. Берем джутовую веревку диаметром 8 мм и кусочек кожи. Оборачиваем веревку кожи и отмечаем ширину заготовки. Отмеряем полоску нужной нам длины и ширины, а потом отрезаем. Вот такая заготовка у нас получилась. Еще раз примеряем ее к веревке. Кожа очень мягкая и хорошо тянется, но зазор между двумя краями кожи совсем небольшой. Теперь нам нужно пробить отверстие в коже. Отверстие можно пробить разными способами. Например, можно использовать набор пробойников. Это очень удобно и быстро. Если вы делаете сумки или корзинки на продажу, вы со временем купите себе несколько разных наборов. Но если рукоделие – это ваше хобби, и вы время от времени делаете корзинки и сумки для себя и друзей, то можно обойтись и без пробойников. Пробить отверстие можно с помощью нехитрых инструментов – деревянного бруска, линейки и шила. Именно так мы и поступим. Вначале отмеряем расстояние строчки от края. У нас это будет 3 мм. Размечаем одинаково оба края заготовки. Теперь наша задача сделать разметку для будущих отверстий на кожаной заготовке. Берем деревянный брусок, кладем на него кусочек кожи, прикладываем линейку и каждые 5 мм делаем небольшой прокол шилом на полоске кожи. Вот смотрите, что у нас получается. Все очень просто. После того, как мы наметили все отверстия будущего шва, прокалываем их насквозь и увеличиваем диаметр каждого отверстия. Делаем мы это для того, чтобы нам было удобно шить плоской вощеной нитью, даже без всяких дополнительных приспособлений. Вот мы и прокололи все отверстия шилом в кожаной заготовке. Теперь нам понадобятся две большие иголки. Я использую такие иголки и плоскую вощеную нить. Плоская нить очень хорошо смотрится в любых декоративных швах. Берем плоскую нить и вставляем ее в иголку. Потом иголкой прокалываем нитку и таким образом фиксируем иголку на нитке. Также мы поступаем и со второй иголкой. Фиксируем ее с другой стороны на этой же нитке. Таким образом у нас получается, что у нас на одной нитке две иголки. Для того, чтобы удобнее было показывать процесс работы, нам понадобится вот такие небольшие тиски и два отрезка деревянной рейки. С помощью такого приспособления мы зафиксируем кожаную накладку на веревке. Теперь берем две иголки с ниткой и начинаем. Один вариант начала шва – это когда мы одной иголкой продеваем нитку в два крайних отверстия, одновременно прокалывая веревку, чтобы зафиксировать накладку на веревке. А потом левая иголка уходит в отверстие справа, а правая в отверстие слева. Для того, чтобы узор нитки был симметричным, мы соблюдаем последовательность. Вначале идет иголка слева направо, а потом справа налево. То есть нитка от правой иголки всегда сверху. Снова левая иголка уходит в отверстие справа, а правая в отверстие слева. Подтягиваем, и у нас получается вот такой очень простой шов елочкой. И снова левая иголка направо, а правая налево. И подтягиваем. Это, пожалуй, самый простой шов. Тут негде сбиться или запутаться. Шов елочка очень хорошо подойдет для начинающих. Шьется легко и выглядит
Достаточно прилично. Хочу показать еще один вариант начала шва. Его мы тоже часто используем. Продеваем иголки в крайние отверстия по очереди. А потом левая иголка сразу уходит в отверстие справа. Мы ее подтягиваем, и у нас получается первая петелька. Правая иголка уходит в отверстие слева. Мы ее тоже подтягиваем, а дальше шьем точно так же. Левая иголка уходит направо, правая налево. Подтягиваем нитку, и дальше у нас получается точно такой же шов елочка. Вначале идет левая иголка, потом правая. Правая нитка всегда сверху. Шов с той лишь разницей, что начинается он с поперечного стежка, который сразу аккуратно и симметрично стягивает края кожаной накладки. Завершаем мы шов тоже очень просто. Делаем последние стежки, левая иголка уходит направо, правая налево и подтягиваем нить. Прокалываем правой иголкой веревку, чтобы зафиксировать нитку. Потом левую иголку продеваем сквозь последнее правое отверстие, а потом сквозь последнее левое отверстие, снаружи вовнутрь. Протягиваем нитку и завязываем узелок. Наша задача завязать узелок таким образом, чтобы он оказался внутри, под кожаной накладкой. Затягиваем и обрезаем нитку покороче. Поправляем и проверяем. Вот такая накладка на ручку у нас получается. Поскольку кожа у нас очень мягкая, поэтому даже при небольшом натяжении она повторяет рельеф веревки. Еще хочу поделиться с вами способом изготовления концевика из кожи. Такие концевики очень хорошо сочетаются с кожаной фурнитурой. Способ очень простой. Беру листочек бумаги в клеточку и рисую заготовку. Рисуем прямой угол 90 градусов. Отступаем 3 клетки и циркулем строим вначале одну окружность, а потом отступаем еще 3,5 клетки и построим вторую. Вот таким образом мы получаем форму заготовки. Переносим эскиз на кусочек кожи или заменитель кожи. Вырезаем маникюрными ножницами, одновременно закругляя уголки. А потом выравниваем края кусочком мелкой наждачной бумаги. По бокам заготовки делаем отверстие. Берем шнурок и завязываем на нем двойной большой узел. Заготовку с отверстиями одеваем на узелок шнурка. А потом двумя иголками и плоскую вощеную нитью сшиваем два края заготовки. Мы сшиваем плоской вощеной нитью, чтобы получился декоративный шов. С помощью 4 отверстий у нас получается рисунок 2 крестика или 2 икса, кому как больше нравится. С внутренней части концевика мы завязываем нитку в узелок, а потом обрезаем лишнее. С другой стороны концевика на шнурке мы завязываем еще один узелок, чтобы зафиксировать концевик на месте. Вот такой простой, но симпатичный концевик у нас получился. А на этом на сегодня у нас все. Если наше видео окажется вам полезным, мы будем этому очень рады. Всего вам доброго. До свидания.